Всем привет из Питера, города, где даже дождь поет как мелодия. Сегодня поговорим про группу Аха. И если вдруг вы не в курсе, это трое норвежцев, которых в 1983 году занесло из Осло прямиком в сердце поп-музыки. Они считаются иконами электропопа. Появились они, когда новая волна уже задыхалась, и вроде как должны были быть просто модным всплеском, как очередной бойс-бенд с прическами и клипами. Но вот беда, у них оказалась душа. И музыка у Аха как скандинавский пейзаж, красиво, холодно, немного отстраненно. Синтезаторы, гитары, мелодии, от которых хочется смотреть в окно и вспоминать первую любовь. Представьте себе, Лондон, район, где даже крысы смотрят с презрением, дом, который держится на вере и гвоздях, квартира на втором этаже, дверь заперта, но ключей нет, потому что их никогда не было. И как быть? А просто. Один из трех жильцов каждый день лезет по водосточной трубе, пролезает в форточку в ванной и открывает дверь изнутри. Да, это не бомж, не псих, а будущая поп-звезда. Внутри полный апокалипсис. Пол застелен гниющими объедками, грязным бельем, носками, которые уже начали жить своей жизнью. Но среди этого мусора торчат книги. Значит, не все потеряно. Душа еще есть. Спальня — это 2 кровати на троих. Одна голые пружины, вторая диван со свалки. Матрас прогнил, белье затвердело, в стенах дыры, забитые пакетами. Газовая труба дырявая, воняет каждый день. Свет — одна лампочка на всю квартиру, а в ванной косметика. Пудра, тушь, помада. Все как у девушки, только это не девушка. Это трое парней из Норвегии, которые мечтают о большем. Их зовут Пол, Магнус и Мортен. Это группа Аха. Они живут как бомжи, но через пару дней их заметит Терри Слейтер, легенда Эми, открывший Битлз, Куин и Дюран-Дюран. Он услышит их песню и скажет: это хит. А потом этот хит с треском провалится. А потом еще раз и еще. Но в 1985 году к нему снимут клип с мультиками, прыжками и рисованными мирами. И весь мир сойдет с ума, особенно девушки. Население Норвегии в тот момент, говорят, чуть ли не выросло за счет фанаток, которые решили: летим туда, где родился Мортен. Пол Воктер — это тот самый парень, который в школе, скорее всего, сидел в последнем ряду. Не потому, что был высоким, а потому, что хотел быть невидимым. Стесняшка, замкнутый, молчаливый, писал стихи уже в 10 лет, а в 18 впервые поцеловался. И только после этого почувствовал себя человеком. Ну, знаешь, как будто до этого был в режиме ожидания. Правда, первый поцелуй — это было не счастье, а скорее месть. Девушка его друга Магны решила насолить парню и выбрала для этого Пола. Роман длился всего 3 дня, после чего Пол окончательно пришел к выводу: ну все, я умру девственником. Но потом Лондон, дискотека, и там он увидит ее. Лорен, американка, живет за океаном, а он в Норвегии, где зимой темно полгода. Как быть? Позвонить? Написать? Да ну, это сложно. Он делает то, что умеет, пишет песни. И в 1985 году выходит дебютный альбом Аха. Все песни про нее. Каждая строка — это молитва, чтобы меня заметили, говорил он потом. И знаете, что самое трогательное? Что песня Hunting High and Low — это не просто хит. Это крик души несостоявшегося евнуха, который 7 лет добивался своей девушки, чтобы, наконец, обрести счастье. Мортен Харкет — красавчик, голубые глаза, как 2 озера в норвежском фьорде. Сейчас его лицо на плакатах, девушки мечтают, мальчишки копируют прическу. А в
В школе его звали Дятел, потому что он был странный, потому что не бил, не матерился, а просто был другим. Ну, знаешь, как бывает, ты не такой, как мы, значит, ты плохой. А потом он стал секс-символом. Но не тем, кто снимается в журналах и кричит «Я король!». Нет, он тот, кто печет хлеб. Да, да, не коктейли, не кокаин, а хлеб. У него аквариум с рыбками, коллекция бабочек, и любимая книга — это Библия. Он вообще хотел стать священником, работал санитаром в психбольнице и защищал права угнетенных. И при этом у него 5 детей от 3 женщин. Так что идеальный мужчина — это, конечно, шутка, но и не совсем. И самое странное, он дружит со своими бывшими. И не просто здоровается, а живет в одной большой, дружной, слегка запутанной семье, как будто говорит: «Да, мы расстались, но мы же люди, мы же не враги». И в первом клипе на песню «Take on Me» должны были быть танцующие обнаженные девушки. Ну, знаешь, такая классика 80-х. А он сказал нет, отказался, потому что не хотел, потому что не его это. А потом, спустя годы, Аха снимут клип про проституцию, наркотики и самоубийство. И вот тут уже все, как в Норвегии, красиво снаружи, а внутри тьма, философия и двойные стандарты. В день своего рождения он стал членом Аха. Они выпустили первый альбом, и критики сказали: «Бойс-бенд, модная парикмахерская группа, даже викинги, наверное, в могилах заворочились». Ну что за позор, наши потомки поют под синтезаторы и красятся. Но Аха не сдались. Ушли от продюсеров, которые хотели сделать из них кукол. И в 1986 году выпустили альбом, где уже не только попса, а что-то жесткое, мрачное, настоящее. И вот тут-то и появляется «Манхэттен Скайлайн». Песня, где мелодия льется, где дождь по стеклу, а гитары бьют как молот по наковальне. И знаешь, что сказал Мортон? Что в музыке есть место и для мягкости, и для жесткости. Это лишь отражение разных аспектов человеческой души. И мы, естественно, не можем не послушать данный трек. Макс Фурухолмен. Клоун, шут, главный балагур. Всегда с улыбкой, всегда с шуткой, всегда с пинболом в голове. Пол как-то сказал про него. Все это время я гадал, он гений или полный дурак. А правда, где грань? Потому что именно Макс тот, кто на самом деле все и завел. Не Пол с его тоской, не Мортон с его глазами-фьордами, а он. Именно он выбрал ту самую студию «Рандеву», где их, наконец, заметили. И да, выбор был не по звуку, не по репутации, а потому что там стоял автомат с пинболом. Ну, а как иначе? Работать нужно там, где можно отвлечься. Он клавишник, земной, спокойный, он связующее звено. Тот, кто переводит слова Пола для Мортона, а Мортона для мира. Он не фронтмен, не мечта миллионов, но без него вся эта химера под названием Аха просто развалилась бы. А еще он смеется, громче всех. Но, как это часто бывает, именно ему больше всех хочется плакать. Его отец погиб в авиакатастрофе, рос он с отчимом в чужой семье. Возможно, поэтому он ненавидит насилие. Как и Пол, он не служил в армии. Мир для него не место для драк. И вот ирония. В 88-м они пишут саундтрек для очередного фильма про Джеймса Бонда, про пистолеты, шпионов и войну в Афганистане. А потом он захотел поехать в СССР туром. И что? Их не пускают. Потому что действие фильма против советских войск. А самое смешное, они никогда не смотрели этот фильм. Песню написали задолго до предложения. Просто так вышло. И, конечно, на премьеру не пошли. Зачем? У них же пинбол в студии. 90-й год. Аха выпускают очередной альбом. Звучит уже не как попса с мультиками, а по-взрослому. Жестче, темнее, почти рок. Критики аж подпрыгнули. О, да это же их лучший альбом. Ну, знаешь, как бывает, ребята, вы наконец-то перестали быть мультяшками.
Их зовут даже на Rock in Rio, фестиваль, где они играют перед 200 тысячами человек. Это не концерт, это как если бы ты встал на сцену и сказал: «Все, мы теперь не просто красивые парни, мы легенды». А потом свадьбы. Пол, который всю жизнь молчал и писал песни про любовь, которую боялся получить, наконец-то женится на Лорен. В 91-м мечта сбылась, а в 92-м за ним следует и Макс, который берет в жены Хайди, девушку, с которой он был с самого детства. Все как в сказке. И тут вроде бы можно сказать: ура, конец, хэппи-энд. Но нет, потому что их альбом — это не про счастье, это про одиночество. Про то, как ты стоишь на сцене перед сотнями тысяч, а внутри пустота. Как ты женился на своей мечте, а все равно чувствуешь, что что-то сломалось. И в голову лезет анекдот про раввина, который падает с небоскреба, пролетая мимо каждого этажа, говорит: «Пока еще все хорошо». А на деле он уже мертв, просто еще не долетел. Восток солнца, запад луны. Контраст, который можно понять только еще раз посмотрев на группу. Неразговорчивый, замкнутый поэт, который за все интервью Аха может не произнести ни слова, никогда не унывающий балагур и набожный красавчик-философ. Люди настолько разные, что до сих пор непонятно, как они оказались вместе. В треке «East of the Sun» есть строка: «Я пытаюсь проснуться, но что-то сломалось». Это и будет началом конца, но об этом позже. А пока «East of the Sun» группы Аха. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Все ссылки оставил в описании под видео. В 93-м выходит уже 5-й альбом, который становится своеобразной точкой в периоде популярности группы. Искренний, выстраданный, он становится криком души, отражая все стороны пессимизма, такие как отчаяние, неверие, страх, безвыходность, в будущем любимый у многих фанатов. Тогда диск проваливается и не имеет коммерческого успеха. Некоторые даже решили, что он слишком мрачный. Другие же считали, что он слишком слаб. Ну а третьи, что он чересчур авангардный. Обострились конфликты и между участниками группы, которые откровенно устали друг от друга. Возникли разногласия со звукозаписывающей компанией. Творческий пыл музыкантов проходил, и каждый уже думал о своем сольном будущем. Казалось, облако саранчи прошло над группой и опустошило все, что когда-то связывало ее. Группа Аха распадается бесшумно. И после стольких лет скитаний ее участники поодиночке наконец-то возвращаются домой, к Северному морю, в страну одиноких фьордов, маленьких водопадов, ледников и чистейшего воздуха. Там они занимаются только своими делами и уже совсем не вспоминают о группе. И выпуск сингла в 1994 году поставил точку на определенном этапе творчества группы. Итак, Аха распались. Квартира на Дортмунд-Роуд давно сдана в аренду очередным студентам. Каждый пошел по своему пути. Макс, наш вечный клоун, вдруг оказался не просто шутом, а настоящим художником. Бросил синтезатор и начал рисовать, лепить, выставляться в престижных музеях. Ну, знаешь, как будто сказал: а давайте теперь я буду гением, а не придурком с пинболом. А еще начал записывать саундтреки к разным фильмам. Звучат они, правда, как пародия на артхаус, но он серьезно. И даже выпустил еще пару альбомов. Видимо, решил, если уж уходить из поп-музыки, то с музыкой, которую никто не поймет. Мортен, между тем, в 95-м выпускает сольный альбом, и вот он №1 в Норвегии. Ну, потому что он Мортен, там его считают национальным достоянием. А Пол, как и положено поэту, уходит в тень. С женой Лорен, которая была его музой с 85-го года, формирует группу «Совой». Не ради славы, а потому что писать песни — это как дышать.
никогда не можешь перестать. She said, hey, how she said, 98-й год. Аха уже давно распались, но тут им звонят из Швеции и говорят: «Ребята, приезжайте, будете играть на концерте для нобелевских лауреатов. Ну, типа умники собрались, пусть тоже послушают что-то красивое». И они думают: а чё, давайте. Собрались, и оказывается, играть вместе все еще в кайф. Потом, как по инерции зашли в студию, ну, просто проверить, а есть ли там еще что-то. А там есть. И в 2000-м выходит очередной альбом. Звучит как старый Аха, только взрослее, спокойнее, без мультиков, но с тем же холодным северным светом. И что удивительно, альбом становится платиновым. И не просто так. Сразу 4 песни взлетают на первые места в чартах. Получается, что даже после распада, после стольких лет одиночества у фьордов, они все еще могут написать песню, от которой мурашки. Несмотря на то, что новая работа получила несколько платиновых сертификатов, венцом возрождения Аха стала пластинка 2002 года. Пластинка выстреливает, 5 песен и все сразу в топе. А клип? Клип на главную песню Forever Not Yours — это вообще шедевр. И знаешь что? Клип взрывает, его показывают везде, критики ахнут, фанаты плачут. Даже сами участники говорили, что они не ожидали, что это будет так серьезно. forever not yours. В 2004 году они отпраздновали 20-летие совместной карьеры. И в честь юбилея даже выпустили книгу. Не про клипы и фанаток, а про то, как они жили, как писали песни, как ссорились, как выходили на сцену и как хотели только домой. А еще подарочный диск с ранними демками, где слышно, как Пол стесняется своего голоса, Макс шутит, чтобы скрыть нервы, а Мортон поет так, будто уже знает, что через 10 лет будет печь хлеб и дружить с бывшими женами. Come to the point of no turning back, or is it still time to get into the swing of things? 2005 год. В сентябре они выходят на сцену Ирвинг Плаза в Нью-Йорке. Зал не стадион, конечно, всего-то пару тысяч человек, но билеты распродаются мгновенно. Это первый их концерт в Северной Америке с 1986 года. Представьте, люди, которые в 80-х танцевали под Take On Me у кассетников, теперь приходят с детьми и плачут. А за месяц до этого Осло. Парк Фрогнер, 120 тысяч человек. Это не просто концерт, это национальное событие Норвегии. Самый посещаемый концерт в истории страны. 3 парня стоят перед толпой, как короли, которых страна не забыла. И тут 4 ноября выходит еще и альбом. Звучит не как попса, а как зрелый, теплый, слегка меланхоличный рок. А сингл взлетает в топ-10 Британии впервые с 1988 года. В 2006-м они берут и записывают кавер на песню Джона Леннона. Не для славы, не ради хита, а для Amnesty International, организации, которая борется за права человека. Песня вошла в благотворительный альбом, который вышел в 2007-м. Там куча артистов перепели ленновские вещи, и Аха оказались в хорошей компании. Их версия спокойная, северная, как сам Леннон, когда был в хорошем настроении. Seems so real to me to walk down the street through the heat whispered trees. I thought I could hear. В 2009-м Аха делают то, чего от них никто уже не ждал. Не объявляют о распаде, не выпускают ретро-бокс и не уходят в тур по 90-е. Нет, они просто выбрасывают в эфир новый сингл. И не где-нибудь, а на норвежском радио. И в тот же день просто «Ловите, мы еще живы!»
И через месяц релиз в Германии, потому что в Германии их тоже всегда любили как своих. А представить песню они решают не на концерте, не в студии, а на финале Germany's Next Top Model. Ну, знаешь, где девушки в обтягивающих платьях бегают по сцене, как в рекламе шампуня. И тут на сцену выходят 3 норвежца средних лет. Мортон в шляпе, Пол в тени, Макс с улыбкой, будто говорит: ну что, красотки, вот вам настоящая музыка. Ну а вскоре они выпускают 9-й студийный альбом. В 11-е и 15-е года они снова в тишине, каждый у своих фьордов, у своих дел. Казалось бы, все, конец, скандинавская сага завершена, но тут 15-й год, 30 лет с тех пор, как вышел Take On Me. Песня, которая прыгнула из мультика в реальность и захватила в мир. Группа решает: а давайте соберемся. Не навсегда, просто на разок, на память. Агент группы, как положено, объявляет: будет переиздание первых 5 альбомов на виниле. Ну, знаешь, для тех, кто до сих пор считает, что звук должен хрустеть, как снег под ногами. И тут же выходит новый альбом. Звучит как итог, как металл, отлитый в форме старых чувств. Там и тоска, и свет, и понимание, что время идет, но музыка остается. И по сей день Аха не сдаются. Не сидят в креслах с пледом и не вспоминают молодость. Нет, они до сих пор в игре. Гастролируют, записывают, пишут песни, как будто им не 60, а все еще 25. И впереди первый клип с мультиками. В 22 году выходит очередной альбом. Октябрь, 21 число. Холодно, норвежский ветер. А они выпускают пластинку. А за год до этого документальный фильм. Про драки, про тоску, про любовь, про то, как они почти каждый раз уходили и каждый раз возвращались. И тут же выпускают трек. Эта песня как итог, как вздох, как прощание, которое не хочет заканчиваться. Красивая, тихая, немного грустная. И да, это вишенка на торте. Только торт этот не из 80-х. Он свежий, он настоящий. Butterfly, butterfly, through molecular cries, chrysalis dreams waiting on the 5th star. А вот и самое интересное. Многие, как и я, долго думали: Аха, ну да эти парни с клипом, где они прыгают из мультика в реальность, попса, хит, забудем. Но стоит только взять и послушать весь их дебютный альбом, и все меняется. Потому что за этим Take On Me, за этими прическами и синтезаторами целый мир тоски, одиночества и норвежской меланхолии. Там нет веселья, нет глупого оптимизма. Их музыку, конечно, не назовешь революционной. Они не ломали жанры, не кричали о бунте, не сжигали гитары. Но у них было то, что сегодня редко кто ценит. Просто красота. Чистая, холодная, как фьорд, грустная, как вечер в Осло, и искренняя до дрожи. Thank you, Cardiff. So much. We wonderful crowd. Thank you so much.